Канал «Доктор Здоровья» рад приветствовать вас. Сегодня я говорю не просто как рассказчик, а как человек, который слишком часто видел, к чему приводит игнорирование сигналов тела. История начинается с обычного вечера, когда кто-то вдруг замечает, ноги тяжелеют быстрее, чем раньше. Это может быть мужчина или женщина, неважно, важно другое. Сначала кажется, что это усталость, потом, что само пройдет. Но именно так начинаются проблемы с кровообращением в ногах, о которых редко говорят открыто. Я не буду рассказывать, как кто-то лечился, я расскажу, как правильно действовать, если ноги мерзнут, отекают, немеют или ноют по вечерам, потому что организм всегда подает сигналы заранее. Документальные кадры из жизни просты. Сидячая работа, малоподвижность, плотная обувь, привычка закидывать ногу на ногу. Все это медленно, почти незаметно нарушает ток крови вниз. Первое, что делают в народной практике, возвращают движение крови, а не заглушают симптомы. И начинается все не с таблеток, а с режима. Правило номер 1, о котором знали еще наши деды. Ноги не любят холод и застой. Поэтому вечером теплая вода, не горячая, с горстью морской соли или сухой горчицы. Это не лечение, а мягкий сигнал сосудам проснуться. Второй шаг – простые движения. Не спортзал, не изнурение. Обычное перекатывание стоп, подъемы на носки, вращение лодыжек. Всего 5-7 минут, но регулярно. Кровь любит ритм. В народе всегда говорили, если ноги гудят, смотри, что ты пьешь. Чистая вода в течение дня банально, но без нее кровь становится гуще и движение замедляется. Отдельное место занимают травяные настои. Не как лекарство, а как поддержка. Конский каштан, лист винограда, шиповник – все это веками использовали для поддержки сосудов. Главное – умеренность и регулярность. Есть старый способ, о котором почти забыли. Контраст для стоп. Смена теплой и прохладной воды тренирует сосуды, как гимнастика. Не резко, не через боль, а мягко. Документальная правда такова. Ноги – это зеркало сердца и сосудов. Если кровь не доходит вниз, она перегружает вверх. Поэтому забота о ногах – это забота обо всем теле. Важно и то, как человек сидит и спит, подушка под голени ночью, отсутствие тесных резинок, свободная обувь днем, мелочи, которые решают больше, чем кажется. В народных домах всегда растирали ноги натуральными маслами – оливковым, с каплей пихтового или лаврового. Не магия, а улучшение местного кровотока и тепла. Но самое главное – регулярность. Однократные действия не меняют ничего. Тело понимает только систему и привычку. Я часто замечал, когда человек начинает заботиться о ногах, у него улучшается сон, снижается вечерняя усталость, появляется легкость. Это не чудо, это физиология. И вот здесь возникает главный поворот. Большинство ждет быстрый эффект, а народная мудрость работает иначе. Медленно, но устойчиво. Нормальное кровообращение – это не возраст и не приговор. Это отношение к себе, к движению, к элементарным сигналам тела. Если вы досмотрели до этого момента, значит, тема откликнулась. А значит, организм уже подсказывает, пора действовать осознанно. Я рассказал не историю болезни, а путь правильных действий, проверенный временем и наблюдениями, а не громкими обещаниями. Спасибо вам за просмотр. Если этот рассказ был полезен, поддержите канал «Доктор Здоровья». Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео о здоровье, о которых редко говорят вслух.